Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня расскажу вам, что хотят сказать вам духи умерших в ночь Самайна, в праздник Хэллоуин, в Велесову ночь. И у нас с вами будет 3 позиции на Таро ведьм. Напоминаю, что вы можете получить послание от духов, которое мы сейчас записываем, с вами в Велесову ночь, в любое абсолютно время, когда вы захотите или когда у вас будет возможность его услышать. Итак, достаем нашу колоду. Тут у нас вот такая замечательная книжечка у этой колоды есть. И вот такая замечательная колода с золотым краем. Видите? Золотой край. Что хотят сказать вам духи умерших именно сегодня, в праздник Хэллоуин, или в Самайн, или в Велесову ночь. Кто как думает, кому как нравится, да? Такая очень-очень мне нравится эта колода. Одна из моих любимых. Это французская колода. Итак, первая карта, вы по ней ориентируетесь, это аркан, в котором вы сейчас находитесь. Давайте перед тем, как наши 3 позиции мы разложим, я достану для вас послание еще и Вселенной. Что Вселенная вам скажет? А вот карта, смотрите, сама перевернулась. И их тут даже 2 перевернулись. Так, значит... Десятка огня и 3 воздуха. Смотрите, что скажут здесь карты. Вот первая карта показывает, что на самом деле идет нагревание. Вот как будто бы лучи солнца нагревают вас. Нагревают, может быть, лучи чьей-то любви, чья-то энергия, да? Может быть, нагревает само по себе вот желание какое-то. То есть идет свет. Прямо на вас идет свет, и вы теплеете. Высшие силы считают, что раз вы теплеете, раз вы согреваетесь, вам становится лучше, вы более наполняетесь таким созиданием, да, энергией созидания. И вот смотрите, здесь у нас клетка открылась, и птицы могли вылететь из клетки, они теперь свободны. Это карта свободы, дух свободы, да. И, естественно, у вас вот открылась какая-то дверь, вы себя чувствовали в заточении, вы себя ощущали человеком, который ограничен, заперт, а теперь вы свободны. То есть вот высшие силы вам пожелали свободы, Вселенная, она говорит, сообщает о том, что вы теперь свободны. Итак, наши 3 позиции. Выкладываю 3 карты. Ваше текущее состояние жизни. И по ним вы можете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Вот. И давайте обозначим знаками Хэллоуина. Так, смотрите. Первая позиция — тыква. Такая тыква. Так, вот так не видно, да? Тыква. Вторая позиция — летучая мышь. Тоже знак Хэллоуина. И 3-я позиция — это паук. Но я его вижу почему-то похожим на клеща, но это злой паук. 1-я, 2-я, 3-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Что хотят сказать вам духи умерших в Велесову ночь, или в ночь Самайна, или в ночь Хэллоуин. Итак, наша тыква. Первая позиция, и ваша карта в каком аркане, получается, в какой карте вы живете сейчас. Ничего себе! Я ведь перед вами тасовала колоду, ничего там невозможно подделать. Опять 3 воздуха выпала. Естественно, она показывает, что вы ощущаете свободу, как будто из клетки выпорхнули. На сегодняшний день это так. Вам в 2 раза, прям 2 раза пришел этот знак освобождения какого-то. Вот как будто бы человек обрел крылья. Вы обретаете действительно крылья вот сейчас. Вы окрыленный человек. И, соответственно, у вас... Душа поет, тут даже музыкальные инструменты, колокольчики, вот душа поет, да, вы радуетесь чему-то.
Эта карта очень счастливая, очень радостная в этой колоде. Она говорит именно о том, что человек может наконец-то расслабиться, успокоиться. Он наконец-то обрел вот свою нормальную жизнь после мучений. Вот вы сейчас в стадии живете после мучений, да? И, соответственно, высшие силы награждают вас очень часто какими-то своими маленькими дарами. Сначала это небольшие знаки, сначала это ощущения, а потом это переходит уже вот прям такие в настоящие уже большие такие вещи. Просто высшие силы, они не могут говорить с вами сразу же вот на каких-то больших оборотах, потому что вы же не выдержите эту энергию, да. И сначала нужно дать небольшое вливание в вас, а потом уже добавлять. И вот вы сейчас чувствуете, может быть, какие-то только знаки, а чуть попозже, вот когда вы привыкнете уже читать эти знаки, вы почувствуете настоящее освобождение, настоящую вот такую вот волну, да, любви. Соответственно, я считаю, что это замечательная карта, и у вас сейчас такая интересная переходная стадия жизни. И вы даже, вот, допустим, и не думали, что попадете вообще в эту стадию жизни. Скорее всего, это что-то неожиданное для вас. Хорошо, видите, уже духи, мне кажется, начали с вами общаться. Потому что карта, которая была посланием Вселенной, да, она тут же выпала на вашу первую позицию. Но вот у меня почему-то так бывает. Хотя я перемешиваю карты, но почему-то достаю потом вот эту карту. И это является для человека дополнительным знаком на самом деле. Смотрим дальше. Что хотят вам сказать духи умерших вот именно сегодня? Вот такое вот знаковое что-то идет для вас. Давайте смотреть. Так, первая карта запросилась. Тут у нас, значит, туз воды. Интересный поток такой. Смотрите, вот прям огромный поток. Вот тут руки держат как будто бы чашу, но она же не чаша. Это просто из пространства выливается поток энергии или воды, да? Эмоций, может быть, каких-то. Ну, в любом случае, духи умерших хотят вам сказать, что ваша жизнь скоро очень сильно изменится, и вы наполнитесь любовью ко Вселенной, к Богу, к этому миру. Вы поймете, что такое любить мир, любить людей, любить окружающее пространство. Может быть, вы даже перейдете в стадию вегетарианства, полное духовное развитие, умение медитировать, умение настраиваться на волну. Что такое настроиться на волну? Умение доверять. Доверять Вселенной, доверять Богу. А еще вы перед этим выплеснете все свои негативные эмоции. Вот бывает такое, вы знаете, как ощущение, да, у человека, что накопилось настолько, что вот он либо лопнет, либо все это выкричит. И, конечно, лучше выкричить, вот вы возьмете, не знаю, там в чисто поле выйдете, как прооретесь, вы и так уже освободились, да, а сейчас еще прооретесь. Карта показывает, действительно, вот все из человека вышло. Вот все вышло, что было не надо, надо, там, я не знаю. И он переходит уже в новую стадию жизни. Конечно, это стадия любви, это стадия полного принятия. Высшие силы, духи умерших, они считают, что вам уже пора перейти давно, благодаря вот вашему опыту, да, в эту стадию принятия, стадию любви. И это любовь не к человеку, это любовь к Богу, к Вселенной, к людям, к окружающему пространству и к тем же самым духам. Просто это осознается, ну, вот, со временем. Это не вот так вот раз там щелкнули пальчиками и все осознали. Так не бывает, это проходит время. У меня даже вот, мы когда с мужем даже вот общались на эту тему много раз, даже я в этой трансформации нахожусь, она бесконечная. Невозможно ее ощутить единым разом, хотя это называется, когда человек вот так вот резко погружается, да, выпадает, так скажем, это вот в стадию святого он переходит. Но это редкость. У некоторых людей может это резко начаться, но все равно перед этим был путь духовного развития. И вы знаете, вот мы общались много раз, я говорю, ну как так доверять, вот вроде как так доверять? А доверяешь ты, вот реально ты этому учишься. Ты доверяешь только постепенно, невозможно доверять, вот начать сразу. И ты просишь что-то у Вселенной, у Бога, у духов, совета, там, помощи.
И сначала тебе кажется, ничего не происходит, но потом ты получаешь это. Потом ты просишь второй раз, и опять получаешь это. И да, у тебя будут проверки, что когда ты вдруг не получил то, что ты хотел, вот так вот, там, хочу сразу всего, да, все мои желания исполнятся. Поэтому вы будете знать, что желать нужно постепенно, осторожными шагами, проверяя почву. И это, конечно, время. Но то, что вы вышли на этот уровень, то, что вы уже пошли вот в стадию такого мощного духовного развития, это совершенно точно. Конечно, туз воды говорит о том, что когда ты принимаешь, тебя окружают уже другого качества люди. Вот они тоже с тобой на одной волне. Поэтому вы будете окружены единомышленниками и теми людьми, которые действительно тоже вот вашего уровня духовного развития. Или стремятся к этому добрые люди. Вот вы будете окружены именно добрыми людьми. Конечно, эта карта может показать для вас, что вы и обретете свою любовь именно в плане личных отношений, да? Но это будет совместно с духовным развитием, 100%. То есть духи умерших это вам передают именно, что ты совсем будешь другим человеком. Вот они как бы так говорят. Добрым, хорошим, интересным человеком, но другим. Так, смотрим дальше карту, и у нас вышла карта суд. Вот видите, у вас какие кармические карты падают. Сегодня духи умерших полностью на связи. И они считают, что после стадии принятия вы перейдете в стадию полного возрождения. То есть вот он, перст указующий, перст Бога. И рука Бога, она вас благословляет, а духи умерших это видят, что Бог решает быть с вами, Он всегда был с вами, но именно в сознании. Мы никогда не покидаем Бога, мы живем прямо в Нем, а Он живет в нас, то есть мы неотделимы от Него. Но суд показывает, что вы это осознаете, вот это самое важное. Да, мы не можем от Него отделиться, но мы живем в неосознанности. Как только вы это осознаете, вы перейдете в стадию полного возрождения, восстановления. И, конечно же, что такое вот это возрождение, да? Это признание себя, это понимание, что ты не тело, ты не разум, а ты дух. И то, что твоя жизнь, допустим, после смерти, она не заканчивается. То есть это придет прям полное такое откровение, осознание этого. Может через сны, может быть просто даже наяву, но вы это вот прям ощутите. Ну и, конечно, некоторые блага мира будут для вас, но вы уже не так будете их и хотеть-то. Но, по крайней мере, высшие силы, вот как умершие сообщают, да, высшие силы будут беречь вашу семью. Или, тех, кто близок к вам. То есть не только вас. Так, следующая карта у нас «Валет земли». Карта показывает молодого человека, очень интересного. Для кого-то это вот сын, для кого-то это любимый человек. И духи умерших, они говорят, что скоро вы будете с этим человеком общаться. И он очень важную роль сыграет в вашей жизни, но он любит этот мир так же, как и вы будете его любить. То есть он любуется миром. И, соответственно, это такой какой-то, вот знаете, благословенный, приятный молодой человек. Вот именно как бы даже иногда не вот мужчина, а молодой человек. Если вы молодая девушка и смотрите это видео, да, у вас будет раннее духовное развитие, но при этом вы встретите вот очень приятного молодого человека, с которым у вас будут вот прям, скорее всего, связь, отношения. Но он такой, как прозревает, да. Если вы уже в возрасте, женщина или вообще мужчина, как будто бы Бог посылает вам сына. И умершие говорят, что у тебя тогда будет связь очень сильная с сыном. Но если вы уже в том возрасте, когда не можете родить сына, а у вас сына нет, просто молодой человек встречается на вашем пути, вот с которым вы будете, возможно, дружить. Что, дружить нельзя, можно, не обязательно заводить любовные отношения, но общаться. Вот какой-то вот очень важный человек, такой именно похожий на этого парня, именно сыграет в вашей жизни вот роль, очень серьезную роль. И он, да, вот человек, любующийся этим миром, как вы, вот так прям. Так, смотрим, что еще умершие хотят сказать. Ага, по пессам.
Да, это жрица. Эта карта показывает изучение эзотерики, магии и всего потустороннего, изучение оккультизма, изучение углубленное, может быть, тоже даже религии. Все религии едины, они все говорят об одном и том же. И если вы их изучите, вы поймете это, что все религии говорят об одном и том же. Соответственно, вот смотрите, карты что, да, показывают здесь, карты Таро, ведьм. Они говорят, что вы не просто прозреваете, вы не просто любите мир, вы раскроете свои способности. И духи умерших, они говорят, у тебя есть способности, у тебя есть ведьмовские, колдовские способности, ясновидение, яснознание. Будете развивать, будете изучать, вам все будет интересно, потому что, да, духовное развитие и мистика идут вместе. Можете посмотреть даже, вот, допустим, к Садхгуру. Он же не только, ну, какой-то просто поп-религиозный деятель, да, популярный, поп-популярный, но он еще и мистик, именно мистик. В других странах, в других религиях мистика и религия не различимы. Неразличимы, это только у нас различимы. Здесь, в других странах это неразличимо. И вам нужно это понять, что вы будете изучать что-то такое очень интересное. Даже, может быть, и религиозные тексты, но вы там будете видеть совсем другой текст. Совсем другое то, что вы даже раньше не осознавали, не думали об этом. Вы будете видеть там другие знаки, другие моменты, понимаете? Вы будете осознавать, что вот еще недавно были все эзотерические школы и религия одновременно связаны. Дальше, значит, мы видим четверку огня. Карта показывает лунный цикл, полный лунный цикл. Заметили? И, соответственно, о чем она говорит? Что через полный лунный цикл духи умерших посылают вам знак. От сегодняшнего дня отсчитывайте месяц, и там у вас будет что-то вот как прорыв в жизни, очень мощной энергии, и именно энергия огня. То есть через вот этот лунный цикл, да, вот прям полностью отсчитаем месяц, и вы увидите, как энергия огня включилась у вас в жизни, и могут решаться какие-то особенные вопросы, связанные с созиданием. Это могут быть имущественные, денежные вопросы, рабочие вопросы, но связаны именно с сотворением, с созиданием. Вы что-то создаете в своей жизни новое, но то, что работает на вас и на людей, и это помогает людям. А пока вы носите в себе эти идеи, вы их можете записывать, и вы их начнете потихоньку складывать во что-то, да, вот вкладывать эти идеи в единое что-то, в единую систему. И в итоге выйдете на какой-то новый уровень совершенно. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. Идем дальше. К позиции номер 2. Что хотят сказать вам духи умерших ночь Самайна? И вторая позиция — летучая мышь. Первая карта — это ваша карта. В каком аркане вы сейчас находитесь. И здесь у нас двойка огня. Эта карта показывает, духи умерших показывают, что в вашей жизни наступил настоящий рассвет. Солнце залило все вокруг, тучи разошлись. Вы в стадии осветления. Вы в стадии, когда тьма рассеялась в вашей жизни. Вы еще можете этого не совсем ощущать. Но тьма ушла, вы прошли чистку. Чистка вот. Вы как будто бы взяли и почистились. Вы почистились. Вы очистили свою энергию. И вы стали совсем другим человеком. Вы сейчас очищаетесь. Вы сейчас защищены. Именно защищены от других людей, от их нападок. Потому что вам высшие силы дали свою защиту. Вы вошли в стадию полного света. Освещение, осветление. Вы светлый человек, вы свет. И, конечно же, в вашей жизни пришло утром. Мы это говорим в ночь, но духи умерших говорят, что в твоей жизни свет и утро. Мы видим тебя светлым, мы видим тебя вот таким вот человеком, вот как вот стоит вот фигура, да, и освещенный такой ореол фигуры этой, свет от нее исходит вот со всех сторон.
Вот так вы сейчас ощущаетесь энергетически. И духи умерших, они даже как бы разлетаются, потому что они принадлежат нижним мирам. И им даже трудно в таком поле находиться, и трудно в таком поле даже говорить, но они пытаются сказать. Они пытаются сказать: ты светишься, ты чистый человек, ты светишься, у тебя чистая, светлая душа, и тебя благословили. Но очень светлые энергии, очень светлые тебя благословили. То есть кто-то, мощные архангелы, может быть, вот кто-то благословил такой вот мощный прям. Так, давайте смотреть, что они хотят сказать вам, духи умерших. То есть вы сейчас в стадии света живете, да? Ага, 4 воды. Смотрите, что-то произойдет в середине лунного цикла. Вот вам нужно отмерять, вот, допустим, от полнолуния, от новолуния, середину отмеряйте, середину. Что-то в этой середине вот у вас произойдет в скором времени, что-то очень знаковое, важное, какое-то событие, которое для вас знак. Они посылают вам знак, но в середине лунного цикла, в середине. Это вот именно между, вот как сказать, между, да, полнолунием и новолунием. Поэтому вот эту середину обязательно смотрите, обязательно отмеряйте и ждите там знаков для себя. Вот будет какое-то событие, которое, возможно, вас взбудоражит или как-то перевернет ваше сознание. Вот что-то такое будет. И духи умерших говорят: смотри внимательно в эти дни. Так, смотрим дальше. Что они еще говорят? Тут у нас, значит, солнце. Солнце, да, вот мы видим, что руки тянутся друг к другу. Хватайся за кольцо, хватайся, я вытяну тебя, да. Идет сильное освещение вашей жизни. Опять же, мы видим большой, невероятный свет, столб света, светлая энергия. И вот духи умерших, они говорят: ты живешь в светлых энергиях и будешь жить в свете, и свет полностью заполнит твою жизнь, и тебе подадут руку с кольцом. Хватайся, я вытяну тебя, я вытащу тебя на свободу, я вытащу тебя из проблем, из трудностей, я защищу тебя. Это Бог. Это либо Бог, либо ангелы, архангелы. Кто-то вас прям вот так берет и тянет, а вы хватаетесь за это кольцо. Вот понимаете как? А кольцо, вот очень, смотрите, оно похоже прям на подкову, да, на подкову. Это карта удачи, большого счастья. А вот хватайся за подкову, да, вот такую интересную. Или, знаете, похоже как сережка, да, такая вот. Ну, интересная такая штука, что можно за нее схватиться и вытянуть человека из тьмы. И такая, может быть, вам такую штучку, их везде продают, можно купить себе как талисман, как знак, или купите подкову, чтобы знать, что вот духи умерших вам ведь передали информацию, вы носите с собой и напоминайте себе, этим вот маленьким железненьким значочком, да, напоминайте себе, что вам эту информацию дали, вы в свете, и скоро в жизни наступит удача, прорыв, вас вытянуть из тьмы, и вы туда больше не попадете. Понимаете как? Так, смотрим, что еще хотят духи умерших сказать. Второй позиции. Так, значит, тройка земли. А вот тут интересно, тут очень интересно. Тут идет, смотрите, как, вот как стадии там. Есть, значит, живые, есть умирающие, а есть, ну, старые, да, или как, ну, вот разложение стадии, а есть скелет, мертвые. И у каждого есть все 3 стадии в жизни такого, как сказать, хождения плоти, да, физически. Но есть дух, вот как вы знаете, есть дух. И, соответственно, когда мы смотрим на все 3 стадии вместе на одной карте, мы понимаем, что со стороны духа это для него одно и то же. Для нас плоть трансформируется, да? Мы то живем молодые, то стареем, умираем, а для духа это все едино. И вот эта карта, она говорит о том, что духи умерших передают информацию. Твоя жизнь должна быть прожита со вкусом. Вот со вкусом, да? В этом теле со вкусом. Ты можешь жить долгую жизнь до старости, но мы не можем остаться здесь навечно. Однако, раз тебе дан какой-то срок, ты обязательно проходи этот срок в свете,
Добивайся всего, что ты в жизни хочешь, и живи со вкусом, никогда ни о чем не жалея, и никогда не виня ни себя, ни других, а просто иди вперед, зная, что ты должен или должна вот вкусить эту жизнь сполна. Работай, делай, что тебе нравится, созидай, люби, путешествуй. Не ограничивай себя ни в чем. Деньги придут, все придет. Просто избавься от страха смерти, ее не существует. Для духа это все одно. И ты поймешь, что ты не тело, что ты именно дух, который вовсе никогда не умирает. Но сейчас в теле ты живешь, и ты должен прожить эту жизнь сполна и радостно. Ты пришел радоваться на эту землю, а не огорчаться, плакать или винить себя. Жить некачественно нет никакого смысла. Вот о чем хотят сказать здесь духи. Работай, делай, да, процветай. Не бойся денег, не бойся богатства, не бойся зарабатывать. Это очень важно. Живи со вкусом. Так, что еще они хотят сказать? Какая интересная карта. Ну, тут король огня, ну, очень мощный. Смотрите, это мужик, да? Но он такой камень взял, что как будто вот у него одни мышцы. Вот если вы мужчина, да, духи умерших, они посылают вам вот обалденную физическую силу. Живи со вкусом, работай, делай, что тебе нравится. Вот если ты хочешь быть как мужчина физически очень сильным, там, зарабатывающим, мощным, таким светлым человеком, да ты можешь прямо сейчас начать, уже через полгода таким будешь. Да может ты раньше, как говорится, форму себе придавай. Вот. Если женщина в вашей жизни очень большую роль скоро сыграет мужчина огня. Мощный, сильный, такой накачанный, красивый мужчина. Может быть, он не то, что прям любовь у вас с ним будет, может, вам 75 лет. Живи со вкусом, но это не значит, что ты в 25-летнего там, или в 40-летнего влюбишься. Это может значить, твой сын там, да, обретает форму, становится очень сильным, мощным человеком. Просто человек, который в твоей жизни сыграет какую-то важную роль. Но если вы молодая женщина, ну в каком бы то ни было там нормальном возрасте, да, конечно, эта карта говорит, что вот такой мощный у тебя мужик будет, такой сильный прям. И духи умерших тебе его благословляют как бы в скором времени. Так, и последняя карта у нас семерка воды. Она показывает здесь кристаллы, травы, которые ведьма готовит, да, что это все используется в ритуалах, создавая для себя ритуалы. Духи умерших говорят, ты человек в свете, ты можешь делать добрые ритуалы с травами, с кристаллами, создавай, даже у тебя есть ведьминские способности, создавай самостоятельно, или там, да, ведьма или колдуна способности, если мужчина, создавай даже самостоятельно импровизированные любые ритуалы с травами, кристаллами, свечами, как тебе нравится, вот выстраивай все на столе, делай алтарь. И это ты будешь манифестировать то, что ты хочешь привлечь для своего счастья. Живи со вкусом, ни о чем не жалей. Просто говори Богу, Вселенной, Духом. Я желаю, я уже даже имею это. Но никогда не говори от противного, что я, допустим, я, как сказать, я избавилась от чувства постоянного голода, допустим, да, и похудела. Нет, я стала стройной благодаря тому, что умею контролировать свое питание. У меня улучшился обмен веществ. То есть нельзя говорить от противного, потому что Вселенная, она слышит именно то утверждение, и твой разум, подсознание слышит то утверждение, которое ты произносишь. Все это утверждение должно состоять из тех слов, которые ты хочешь для себя. И вот это вот, да, нужно обязательно закрепить. Вот сложить кристаллы красиво, там вот природные элементы, зажечь свечи, курить травами. Для чего? Чтобы закрепить то, что ты хочешь. И вот духи умерших, они тебя как бы даже учат, да, как это все делать. Что если ты чего-то хочешь, наивысшим, нужно сказать, наилучшим образом, у меня появляется, я желаю, я привлекаю в свою жизнь, сейчас привлекаю, я привлекла, можно даже, знаете, вот в совершенной форме. Я привлекла в свою жизнь новенький автомобиль. Я прекрасно вожу автомобиль.
у меня есть водительские права, я профессионал в этом деле. Вот так. То есть прям и наивысшим, наилучшим образом, да. У меня есть достаточная сумма денег для того, чтобы купить дом. Я этот дом обставляю по своему вкусу, как мне нравится. И так далее. То есть это все можно делать, это все привлекается в жизнь. Вы в свете, вы уже привлекаетесь. Вас вытянули из тьмы высшие силы. И они говорят, живи со вкусом, радуйся. И вот человек сильный тебе. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция, очень интересная. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Что хотят сказать духи умерших в Велесовую ночь, Хэллоуин, Самайн? Давайте смотреть. Первая карта – это в каком аркане вы живете. Ага, тут у нас аркан смерть. Рассмотрите внимательно. Тут у нас происходит Хэллоуин. Что такое Хэллоуин сам по себе? Это когда духи умерших выходят на землю. Вы можете с ними пообщаться. Но также и вся нечисть выходит на землю, и нужно нарядиться в нечисть, да, в нечисть, чтобы слиться с толпой, чтобы тебя не заметили. И тут у нас все, и драконы, и летучие мыши, и тыквы со свечами, и ведьмы пляшут, и скелеты всякие, привидения разнообразные, да. Сама по себе, вот на карте смерть, ночь Хэллоуина происходит, ночь Самайна, Велесова ночь. То есть именно этот праздник показали вам духи в эту ночь, и именно будто бы в этом празднике вы и живете. А это значит, что вы можете общаться с умершими, вы медиум. Вы человек с невероятными колдовскими способностями. У вас в роду были ведьмы, колдуны, их было очень много. Из-за этого род претерпевал, конечно же, разные испытания. Но способности передаются из поколения в поколение. Вы никуда не денетесь, не отмашетесь от этих способностей. Вы человек сегодня, живущий с этими способностями. И даже если вы их не чувствуете, не значит, что их нет у вас в роду. Вы именно тот, кто может общаться с мертвыми. Вы общаетесь с духами, вы их чувствуете. И вы от них можете брать информацию, и духи признали вас своим. Это ты даже можешь не наряжаться в эту ночь. Мы тебя признаем своим человеком. Неважно, умерший ты, не умерший, да, это же не важно для духов. Духи, они признают в вас кого-то со способностями, кто может выходить на контакт, и они вредить вам ни за что не станут. Потому что вы способ пообщаться с живыми, передать им информацию, и, конечно же, зачем вам вредить, да, это наоборот, вы ценный человек. Ценный дух такой, да? Они всех видят тоже как духов практически. Но они знают, что живет еще в теле или нет. По энергетике, да? Хорошо, что они хотят вам сказать-то сейчас, духи умерших? Ага. Башня. Ну, а вообще они хотят сказать, что что-то разрушается во имя созидания. Даже если это вот что-то в мире разрушается, что-то разрушилось недавно, может быть, в вашей жизни, а вы не понимаете, что это ради созидания. Это вас от чего-то освободило. Что-то произошло, возможно. Может, кто-то недавно перешел к ним. Может быть, просто что-то такое катастрофическое случилось, ну, например, не знаю, потеря работы, потеря мужа, жены, там, развод. Да, что угодно. Потеря близкого человека в плане умершего человека. Что-то разрушение какое-то могло произойти уже. И они говорят, разрушилось ради созидания. Что ты освобождаешься ради созидания чего-то другого. И это испытание, мол, нужно было. И вы можете говорить с этим духом, если вдруг это умерший, можно говорить с этим духом. У вас есть к этому способность. Это первое. Второе. Башня здесь показывает, что духи могут это на будущее говорить, что что-то разрушится, даже пусть в мире что-то как. Ну вот как сейчас же идет разрушение в мире, да? И это ради созидания какого-то, вот идет именно ради созидания.
ради того, чтобы что-то вот построить кардинально новое, вот то, что даже никто представить не мог, что оно будет построено. Вот так. Может быть, это про это они хотят вам сказать. Вы же медиум, 3-я позиция, и значит, вам уже могут говорить, понимаете, прям глобальные вещи. То есть даже не про вас, а вообще про мир. Ух ты, 7 воздуха, клевер 4-листный. Вы поймали большую удачу, богатство и счастье. Вы знаете, духи вам умерших, они посылают вам удачливую карту. Они говорят о том, что духи Земли и духи воздуха объединились, чтобы послать вам невероятное какое-то счастье, удачу, успех, я не знаю, то, что вы не ждете. Вот представьте, вы идете по лесу и находите 4-листный клевер. Вы же этого не ждали. Но теперь в вашем распоряжении горшок с золотом от духов земли, да? И вот интересно, что вы с ним сделаете? Вы скоро обретете горшок с золотом. У вас же есть 4-листный клевер, вы можете обменять. Что вы с ним сделаете? Вот в чем вопрос. Куда вы его пустите? Может быть, это и есть вот какое-то созидание, да? И вы можете распорядиться по своему усмотрению, что вам создать на этот горшок с золотом. Что именно вы создадите для себя или для окружающих, или вообще для мира. То есть вот какая-то у вас такая миссия идет, но невероятная удача на пороге. Так, следующая карта у нас дьявол. Духи умерших хотят сказать, что есть в вашем распоряжении как светлая сила, так и темная сила. Но, учитывая, что вы общаетесь как медиум с умершими, конечно, у вас есть темная сила, некрасила, она не может не быть у вас. И вы всегда на грани того, чтобы, может быть, заключать договора с темными силами. Этого делать нельзя. И духи умерших говорят об этом, что ты же распоряжаешься темной энергией, некроэнергией, энергией нижнего мира, чтобы поговорить, передать информацию. Да, это вроде как хорошая миссия, но не связывайся с темными существами, ставь от них защиту. Ты умеешь. Она у тебя вот, эта защита уже сразу как талант прописана, ты можешь себе ставить. Но вот эта удача с энергией Земли, она тоже может быть, по сути, темной силой. Но если вы направите на созидание, на высшем, на лучшим образом, она станет светлой силой. Так, что еще они хотят сказать? Колесо фортуны. Если вы преодолеете в себе желание заключить договор с темными силами, вы очень сильно в лучшую сторону измените свою жизнь. Удача никогда не покинет вас, говорят умершие. Никогда не покинет вас. Сейчас ваша жизнь на грани полного изменения. Вы ее потом узнавать не будете, эту жизнь совершенно раньше, которая была, вы ее не сможете даже помнить. Она у вас стирается частично из сознания, как что-то, о чем мозг не хочет вспоминать. Вот так. Будете силиться вспомнить, но не сможете свое прошлое. Вас кто-то спросит о прошлом, вы скажете, я ничего не помню. Вот так. И ваша жизнь, она круто меняется, но только если вы не заключите с темным существом ни с одним никаких договоренностей. Берите ваш горшок с золотом и развивайте способности. Ставьте защиту от темных существ. Так, и следующая карта — 5 воздуха. Здесь книги, много-много книг. И некоторые дары и свечи. Книги все залиты свечами, воском, потому что был совершен ритуал. У вас есть дар к тому, чтобы совершать ритуалы, но что-то вышло немного из-под контроля. Поэтому духи умерших предупреждают, вы можете совершать ритуалы, но контролируйте их. Совершайте их полностью правильно, по всем правилам, продумывайте их. Книги, много книг, значит, вам идет много знаний. Именно об оккультизме, об общении с потусторонними мирами, с нижними мирами. Вам это нужно изучить, вам идет очень много знаний, много книг, вам нужно прочитать. И просто изучать, постоянно изучать, то есть быть в постоянном изучении, жить в этом.
И здесь у вас способность есть совершать ритуалы, вы можете это делать. Но главное — это их постоянно контролировать. То есть у вас очень высокая миссия, третья позиция. Но они уже хотят с вами говорить. Они уже хотят передавать вам информацию для своих близких. И сегодня такое мистическое время. Могут быть откровения. Могут быть вот буквально, даже можете услышать что-то. Ну вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.